Легенда Франции, любимец миллионов, человек, который мог покорить любую сцену и любое сердце. Но однажды он оказался в центре самого грязного скандала Голливуда. Предал женщину, ради которой когда-то бросил все, и до последних дней не смог простить себе только одного поступка. Почему он запер одну из комнат своего дома на ключ и никому не позволял туда входить? Какая страшная тайна скрывалась за этим запретом? Что сказала ему Мэрилин Монро в ту ночь, после которой его жизнь уже никогда не стала прежней? Какую фразу Симона Синьоре произнесла, когда узнала о предательстве, и почему эти слова до сих пор вызывают мурашки у тех, кто их слышал? Почему Монтан срывался на крик прямо на сцене, а после концертов оставлял пустым 8-й ряд в зале? И что он прошептал медсестре в последние минуты своей жизни, когда уже не мог говорить ни с кем, кроме призраков прошлого? В этом видео вы узнаете о шокирующих признаниях, о запретной любви, о том, как великая актриса медленно угасала на глазах у всей страны и почему ее муж до конца своих дней не мог избавиться от чувства вины. Только досмотрев до конца, вы поймете, что скрывалось за красивыми афишами и громкими аплодисментами. Не переключайтесь. Самое страшное и самое искреннее впереди. Утро 8 ноября 1991 года началось для Ива Монтана необычно. В номере отеля «Дю Трибюналь» 70-летний актер проснулся с удивительным чувством легкости, словно груз прожитых лет внезапно исчез с его плеч. Привычный завтрак – яйцо, кусочек ветчины, ломтик сыра, булочка и кофе – казался особенно вкусным в этот день. Сегодня предстоял последний съемочный день в фильме «Остров толстокожих», а завтра он, наконец, вернется домой, к Кароль и маленькому Валентину. Настроение великого актера было приподнятое, почти праздничное. Он уже мысленно представлял, как обнимет самых дорогих людей, как расскажет о съемках, как они будут планировать предстоящий отпуск на острове Моррис. Впереди ждали репетиции грандиозного шоу, билеты уже раскуплены, 11 тысяч зрителей будут ждать его выступления. Особенно волновала одна деталь. «Я хочу, чтобы мой маленький сын увидел меня на сцене и запомнил». Но внезапно Монтан попросил водителя Жоржа сделать небольшой крюк – заехать в местный кинотеатр. Несколько дней назад он случайно обнаружил там нечто, что заставило его сердце болезненно сжаться. Среди современных ярких афиш одиноко висел старый плакат фильма «Золотая каска» с изображением молодого, невероятно прекрасного лица Симоны Синьоре, женщины, которая когда-то была центром его вселенной. Ив уговорил служителя кинотеатра отдать ему этот плакат, спешно отсчитывая купюры, словно боялся, что кто-то может передумать. Садясь в машину и бережно держа свернутый плакат, Монтан чувствовал странное волнение. Неожиданно для самого себя он произнес слова, которые прозвучали как исповедь. «Знаешь, у нас с Симоной могло бы быть 2 взрослых детей. Одному уже бы было 41, а второму 40. Но она их потеряла». Водитель Жорж молчал, не зная, что ответить на эти неожиданные откровения. А Монтан продолжал смотреть на плакат, где была запечатлена та Симона, которую он полюбил с первого взгляда много лет назад. На съемочной площадке режиссер Жан-Жак Бейнекс уже ждал актера в компании настоящего врача. Сегодня предстояло снимать самую сложную сцену – уход из жизни героя Ива, лесного отшельника Леона Марселя. Доктора специально пригласили, чтобы он объяснил актеру, как максимально правдоподобно изобразить агонию человека, уходящего от сердечного приступа. Когда прозвучала команда «Мотор», произошло нечто невероятное. Монтан так натурально начал задыхаться и хрипеть, что у всех присутствующих по коже побежали мурашки. Казалось, что великий актер не играет уход из жизни, а действительно переживает его на их глазах. Его лицо исказилось от боли, дыхание стало прерывистым и тяжелым, руки судорожно сжимались на груди. Когда сцена была завершена, Монтан медленно поднялся с земли, но на лице его была странная растерянная улыбка. «Как будто в сердце вонзился клювом голодный орел», – произнес он тихо, словно еще не до конца вернувшись из того состояния.
Эти слова прозвучали пророчески, хотя тогда никто не мог предположить, насколько точно они опишут то, что произойдет через несколько часов. Режиссер с беспокойством посмотрел на актера. «Ив, не измучил я тебя сегодня?» Но Монтан лишь рассмеялся. «Даже если бы ты попросил меня сделать 1000 повторов, то я бы согласился. Настроение, как в первый день каникул». Энтузиазм 70-летнего актера поражал всех. Казалось, что энергии в нем хватит еще на десятилетия. Съемки завершились поздно вечером, и Монтан с удовлетворением направился в свой номер. Впереди была ночь, а утром – долгожданное возвращение домой. Но судьба распорядилась иначе. Через час после окончания работы водителю Жоржу позвонил взволнованный администратор отеля. «Месье Монтан вызвал врача, с ним что-то случилось». Жорж застал ужасающую картину. Великий актер лежал на полу своего номера, хватаясь за грудь и тяжело дыша. Лицо его было искажено болью, той самой болью, которую он так натурально изображал на съемочной площадке. Как будто в сердце вонзился клювом голодный орел, эти слова теперь обрели пугающий смысл. Скорая помощь увезла Монтана в больницу городка Сан-Лис. Король Амьель примчалась из Парижа с маленьким Валентином и просидела у постели несколько мучительных часов. Когда Ив открывал глаза и видел склонившееся над ним лицо король, на его губах появлялась слабая улыбка. «Тебе надо выспаться. Увидимся завтра утром», – прошептал он, отправляя измученную женщину в отель. Когда король ушла, к Иву зашла ночная медсестра. Она дала ему лекарство, поправила подушку, выключила верхний свет. В палате воцарилась тишина, и вдруг Ив тихо прошептал: «Симона». Медсестра переспросила: «Что, простите?» Монтан повернул к ней голову, и в его глазах она увидела такую боль, которая не имела отношения к физическим страданиям. Ее звали Симона, женщину, которую я любил больше жизни и которую предал. В его сознании всплывали картины далекого прошлого, когда жизнь была полна надежд, а любовь казалась вечной. 1949 год. Август. Сен-Поль-де-Ванс. Маленький провансальский городок, утопающий в зелени и залитый южным солнцем. Тогда он приехал туда после болезненного расставания с Эдит Пиаф, поклянувшись себе больше никогда не влюбляться. Он не знал, что судьба готовит ему встречу, которая перевернет всю его жизнь. Кафе «Золотая голубка» было излюбленным местом сбора столичной богемы. Здесь можно было встретить Жана-Поля Сартра, Пабло Пикассо, популярных и неизвестных актеров, художников, писателей. И вот в этом солнечном дворике среди черепичных крыш старых домиков он увидел ее. Посреди двора стояла молодая женщина с необычайно светлыми волосами и лукавой полуулыбкой, как на картинах итальянских мастеров. Вокруг нее кружились голуби, и вся сцена была пронизана каким-то волшебным светом. Я знаю, что ее зовут Симона Синьоре, но я никогда не видел ее на экране, вспоминал потом Монтан. Они были такими разными, что казались людьми с разных планет. Ив родился в нищей итальянской семье. Его настоящая фамилия была Ливи. После прихода к власти фашистов семья переселилась в Марсель, где жили бедно. Иву не удалось окончить школу. С 11 лет он работал грузчиком, шофером, официантом и парикмахером. Симона же воспитывалась в интеллигентной семье, в совершенстве знала английский и латынь, обожала историю. Ее отец дружил с художником Полем Гримо и драматургом Жаном Ануем, а сама она общалась с поэтом Жаком Привером и Луисом Бунюэлем. С ней Монтан чувствовал себя приматом, поскольку о существовании Бодлера узнал только в 23 года. Их представили друг другу 19 августа 1949 года в «Золотой голубке». На следующий день они встретились за обедом уже вдвоем. За десертом он взял ее за руку, протянутую для поцелуя, и произнес всего одну фразу: «Какие у вас тонкие запястья!» С того момента они уже не были готовы расставаться. После их первой встречи прошло еще 4 дня, и произошло нечто молниеносное, неприличное и необратимое. Это сильнейшее чувство будет продолжаться 35 лет. Сердце мое разрывалось на части. Надо было особенно сильно любить, чтобы ринуться в это удивительное путешествие, вспоминала потом Симона.
К тому времени у нее уже была 3-летняя дочь Катрин от режиссера Ива Алигре, но встреча с певцом изменила всю ее жизнь. Вскоре после знакомства она призналась мужу в том, что полюбила другого. Монтан не желал ни с кем делить возлюбленную, и она очень быстро согласилась с его доводами. 22 декабря 1951 года в мэрии Сен-Поль-де-Ванс состоялась церемония бракосочетания. Это была настоящая деревенская свадьба, как я мечтала. «Я была счастлива, как девчонка в рождественское утро», — вспоминала Симона. В подарок на свадьбу сам Пикассо прислал рисунок, выполненный фломастером, что по тем временам было большой диковинкой. Всякий раз, когда Монтан думал о счастье, перед ним возникали черепичные крыши, блики солнца, голуби и Симона в то самое мгновение, когда она взглянула на него и поняла, что он идет к ней. Монтан удочерил ее дочь Катрин, и они стали настоящей семьей. В их парижской квартире у площади Дофен, залитой солнцем, царила атмосфера творчества и взаимного обожания. Симона терпеливо превращала своего мужа в светского человека, заставляла его читать книги, ненавязчиво учила хорошим манерам. Летом они уезжали в Нормандию, в огромный дом с бассейном, где Симона по воскресеньям приглашала местных детей купаться. Наблюдая за детской вознёй, она садилась в шезлонг и, затягиваясь жетаном без фильтра, задумчиво смотрела на ребячью радость. В эти минуты ее сердце разрывалось от боли. Она так мечтала родить Иву ребенка. Попытки были неудачными, и каждая неудача причиняла ей невыносимые страдания. Симона полностью растворилась в муже. Она ездила с ним на гастроли, сидела на репетициях, стояла за кулисами во время спектаклей. Ей было достаточно места в 8-м ряду, где она всегда сидела на концертах Монтана. Сознание того, что Симона в зале, было высшим счастьем, которое поддерживало меня, вспоминал он потом. Симона настолько забросила свою карьеру, отказываясь от ролей ради мужа, что о ней стали забывать в кинематографических кругах. И однажды, когда Ив репетировал дома, а она, как всегда, сидела рядом и вязала, он не выдержал и взорвался. «Все сидишь и вяжешь, говоришь, что не снимаешься, потому что не хочешь, а тебя уже просто не приглашают». Эти жестокие слова больно ранили Симону, но она не стала устраивать скандал. Вместо этого она спокойно отложила вязание и сделала один телефонный звонок. «Я согласна сыграть роль в вашем фильме». Так началась ее работа над картиной «Путь наверх», за главную роль в которой она получила Оскар в 1960 году. Фильм стал триумфальным возвращением актрисы. За главную роль Элис в этой драме Симона получила целый ряд престижных наград. Сначала пришел приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, затем премия Бафта. Но венцом признания стала премия «Оскар». Симона стала одной из немногих французских актрис, удостоенных этой высшей награды американского кинематографа. Монтан гордился успехом жены, но в глубине души понимал, что их отношения уже не будут прежними. Симона доказала, что может быть не только преданной женой, но и выдающейся актрисой. Теперь ее приглашали в самые престижные проекты, и вскоре пришло предложение, которое станет настоящим испытанием для их брака. В 1960 году, после блистательного турне Монтана по Америке, ему предложили сниматься в Голливуде. На его кандидатуре в фильме «Давай займемся любовью» настояла сама Мэрилин Монро. Самая желанная женщина планеты поставила жесткое условие продюсерам. Своим партнером «Я хочу видеть только Монтана». Монтан казался ей воплощением французского любовника и к тому же внешне был похож на ее бывшего мужа, знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Когда журналисты спросили Монтана, когда он впервые почувствовал себя настоящей звездой, певец ответил: «Тогда, когда услышал: хотите сниматься с Мэрилин Монро?». Симона сама поддержала мужа. Участие в съемках даст тебе шанс пробиться к высотам. Она не могла предположить, что этот шанс станет началом самого болезненного испытания в их браке. Симона и Ив прилетели в Лос-Анджелес и поселились в бунгало номер 21 отеля Беверли-Хиллз на знаменитом бульваре Сансет. Соседнее бунгало под номером 20 занимали Мэрилин Монро с мужем, драматургом Артуром Миллером, лауреатом Пулитцеровской премии. Так 4 судьбы оказались переплетены в одном месте, не подозревая, какая драма разыграется между ними. Поначалу ничего не предвещало грозы.
Несколько месяцев Монтан и Синьоре почти никуда из отеля не выходили, и каждый вечер ужинали вместе с соседями. Атмосфера была дружеской и творческой. Миллер стучал что-то на пишущей машинке, а Симона демонстрировала искусство красиво терять время. Ближе к вечеру они усаживались с Миллером и, потягивая виски, вели разговоры по душам. Мэрилин в халатике, без капли макияжа и накладных ресниц, казалась уютной и домашней, совсем не похожей на жеманную и приторную клубничную блондинку, какой она представала перед публикой. Симона честно старалась подружиться с суперзвездой. Они даже красились вместе каждую субботу у парикмахерши, которая прилетала специально из Лас-Вегаса. Симона искренне сочувствовала Монро, обуреваемой вечными страхами, недооцененной Голливудом. Периодически Мэрилин срывалась, не приходила на площадку, и Монтан ее увещевал и успокаивал. Впервые он играл роль старшего, мудрого друга в отношениях со слабой, подверженной многочисленным фобиям женщиной. Но уже тогда Мэрилин считала, что они с Монтаном просто созданы друг для друга. Артуру нужны интеллектуалки, с которыми он мог бы беседовать, вроде Симоны, а Иву нужна я. Эти слова были не просто кокетством, они выдавали истинные намерения американской звезды, которая уже строила планы относительно французского актера. Все вечера Монро с удовольствием проводила у своих французских соседей, особенно после того, как Миллер вскоре уехал в Ирландию писать сценарий «Неудачники». Во время совместных ужинов Мэрилин всем подряд, включая своего психоаналитика, стала говорить, что француз физически возбуждает ее. Монтан так смешил Мэрилин, что она захлебывалась от смеха, а тонкие бретельки ее обтягивающего платья то и дело спадали. Симона наблюдала за происходящим с растущей тревогой. Она перехватила восхищенный взгляд мужа, направленный на Монро. Она поняла, что роман с этой красоткой всего лишь дело времени. На съемочной площадке было видно, что им обоим нравится изображать из себя влюбленных. Судьба сама предоставила Мэрилин идеальную возможность для решающего хода. Симону вызвали на съемки в Италию, предложение от которого она не могла отказаться. Почти одновременно Артур Миллер уехал в Ирландию писать сценарий. Так Мэрилин и Монтан в своих соседних бунгало все чаще оставались предоставленными самим себе. Теперь ничто не мешало американской звезде осуществить свой план. Мэрилин приманила свой излюбленный прием. Она постучала в дверь бунгало номер 21, где жил Монтан. По слухам, она вошла, одетая только в норковое пальто. Этот дерзкий ход сработал безотказно. Французский актер не смог устоять перед соблазном. Любовники больше не скрывали своих эмоций, и уже через несколько дней гостиничный персонал был в курсе происходящего. Когда не вовремя вернувшийся Миллер застал парочку прямо в постели, роман получил окончательную огласку. Американская пресса с упоением смаковала детали романа между французским актером и главным символом Голливуда. Уже в Италии Симона узнала, что ее муж и Монро стали любовниками, и даже не пытаются скрывать это обстоятельство. Для нее это известие стало шоком. Женщина, которая всю себя посвятила мужу, которая отказывалась от ролей ради него, вдруг узнала, что он предает их любовь самой желанной женщиной планеты. Очевидцы говорили, что Симона за эти дни выпила больше, чем за свою предыдущую жизнь. Алкоголь стал единственным способом заглушить невыносимую боль предательства. Для Синьори эта история стала едва ли не самой большой драмой в жизни. Говорят, что однажды вечером Синьори позвонила Монро и стала умолять перестать встречаться с Ивом. Этот отчаянный звонок был криком души женщины, которая не могла поверить в то, что происходит. Летом 1960 года работа над фильмом была завершена, и Монтан готовился к возвращению домой. Мэрилин предприняла хитроумный перехват возлюбленного. Когда Монтан уже должен был лететь домой в Париж через Нью-Йорк, в аэропорт прикатила Мэрилин на роскошном лимузине и с ящиком шампанского. Короткая остановка в Нью-Йорке превратилась в 5-часовую отсрочку. В гостиничном номере разыгралась последняя сцена их романа. Монро в слезах умоляла Монтана бросить Симону. Но Монтан был непреклонен. Он отрубил: «Никогда! Это дико, смешно, нелепо!» Однажды он оговорился:
Все могло бы быть иначе, если бы Симона хлопнула дверью. Но Симона не хлопнула дверью. Она ждала его в Париже, и эта верность стала решающим фактором. После этого сбитый с толку француз вернулся в Париж, где его ждала и страдавшаяся Симона Синьоре. Мэрилин не хотела отпускать его, но больше они не встретились. После возвращения Монтана в Париж началась самая сложная глава в их отношениях. Внешне все выглядело благополучно, они жили под одной крышей, вместе обедали, вместе сидели у камина. Но огонь в очаге был живым, в отличие от их собственного. На публике Синьоре произносила красивые фразы. «Вы знаете мужчин, которые устояли бы перед Монро?» Эти слова звучали как оправдание, как попытка сохранить достоинство. Но наедине с близкой подругой она открывала истинные чувства. «Если бы ты знала, как я люблю его, этого парня. Жизнь без него – пустота». Что-то внутри нее сломалось, безвозвратно. Никогда, ни разу Симона не вспомнила Иву эту историю, она вычеркнула ее из памяти. Но ее жизнь стремительно покатилась под откос. Постепенно пристрастие к алкоголю переросло в привычку. Ее лицо стало отечным, появились морщины, фигура стала грузной и расплывалась на глазах. Постепенно от прежней Симоны Синьоре не осталось почти ничего. Из зеркала на нее глядела чудовищно располневшая женщина с потерянным лицом и печальными глазами. Та изящная актриса с тонкими запястьями, которая когда-то покорила сердце Монтана, исчезла безвозвратно. Симона прекрасно знала о продолжающихся изменах мужа. Она знала, что муж не оставил своих привычек и по-прежнему не верен ей. Потом стало известно, что некая Ан Драссар родила от него дочь. Знала Симона и о других его любовницах, но молчала. Она выбрала стратегию молчаливого согласия, предпочитая закрывать глаза на измены. В 1982 году в жизни Монтана появилась молодая женщина, которая станет его последней любовью. Король Амьель была моложе его на 50 с лишним лет и пришла работать к нему секретаршей. Постепенно между стареющим актером и молодой женщиной возникла особая близость. Он начал встречаться со своей секретаршей еще при жизни Симоны. Их свидания проходили в парижской квартире в те дни, когда Симоны не было дома. Ему казалось, что жена не догадывается ни о чем. Но Симона знала. Она всегда знала о его изменах, просто предпочитала молчать. Во время одного из концертов Монтана открылась тайна, которую он так тщательно скрывал. После успешного выступления все близкие собрались за кулисами поздравлять артиста. Но вдруг его глаза выхватили в толпе король, и в порыве радости он крикнул «Король!» и протянул к ней руку. Симона мгновенно все поняла. Она резко отстранилась. «Скоро я не буду вам помехой», и вышла. Эти слова прозвучали как приговор. Король не знала, что Симоне поставлен смертельный диагноз – опухоль поджелудочной железы, и ей осталось жить совсем немного. 30 сентября 1985 года стали передавать новости. Как мы уже сообщали, сегодня утром на 64-м году жизни скончалась великая актриса, супруга Ива Монтана, редкая по красоте и благородству женщина, Симона Синьоре. Эти слова прозвучали в эфире французского радио, когда Монтан находился на юге страны. После похорон Симоны на кладбище Пер-Лашез Монтан остался один в их парижской квартире, полный воспоминаний. После ее кончины Монтан всегда оставлял во время концертов и спектаклей пустое место в 8-м ряду, ее место. Это было его способом сохранить память о женщине, которая 35 лет была центром его вселенной. Через 6 месяцев после ухода Симоны Монтан открыто привел король в свой дом. Молодая женщина затеяла там ремонт по своему вкусу. Везде все было переставлено, перекрашено, переделано, спрятано, выброшено. Но было одно место в доме, которое осталось неприкосновенным. Единственным уцелевшим местом, которое Монтан запер на ключ и куда категорически запретил входить, оказалась комната Симоны. Внутри все осталось таким, каким было в день, когда она оттуда вышла в последний раз. На спинке стула шерстяная кофта, на рабочем столе карандаши, ручка, бумага и очки.
В 1988 году, когда Монтану было уже 67 лет, у него и король родился сын Валентин. Это было поздним, но долгожданным счастьем в жизни великого актера. Рождение Валентина изменило Монтана. Он, который всю жизнь мечтал о детях с Симоной, наконец стал отцом. В последние годы жизни, глядя на своего сына, Монтан все чаще думал о Симоне. Его как-то спросили, о чем он больше всего жалеет, и он ответил о том, что сделал Симоне слишком больно, когда изменил ей с Монро. Когда у Ива на склоне лет спросили, что в его жизни не сбылось, он ответил: «Я хотел уйти раньше Симоны». В больничной палате медсестра тихо сидела рядом с кроватью, наблюдая за умирающим актером. Монтан лежал с закрытыми глазами, но она видела, что сон не приходит к нему. Его дыхание становилось все более поверхностным, сердце билось неровно. 9 ноября 1991 года, через день после окончания съемок фильма «Остров толстокожих», великий Ив Монтан покинул этот мир. Он ушел тихо, в больничной палате городка Сан-Лис, унося с собой все тайны и сожаления долгой жизни. В последние минуты перед его глазами проносились картины прожитых лет. Солнечный двор в Сен-Поль-де-Ванс, где он впервые увидел Симону, их свадьба в 1951 году, триумфы на сцене, где в 8-м ряду всегда сидела она, голливудские съемки с Мэрилин Монро, боль в глазах Симоны, когда она узнала о предательстве, ее медленное угасание, болезнь, уход в 1985 году, а потом новая любовь с король, рождение сына Валентина, последние годы жизни. Комната Симоны, которую он запер на ключ, где все осталось нетронутым. Утром 8 ноября, всего за день до ухода, он попросил водителя заехать в местный кинотеатр за старым плакатом с изображением молодой Симоны. Круг замкнулся. Великий актер, который всю жизнь играл на сцене роли других людей, в последние минуты остался наедине с собой настоящим. С человеком, который любил и предавал, который был любим и причинял боль, который достиг вершин славы, но так и не смог простить себе главную ошибку. Ив Монтан похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез рядом с Симоной Синьоры. Они снова оказались вместе, навсегда, как мечтали в далеком 1949 году, когда впервые встретились в солнечном дворике Сен-Поль-де-Ванс. Уход примирил их, стер все обиды и боль, оставив только любовь. Ту самую, которая длилась 35 лет и не закончилась даже после того, как их сердца перестали биться. Плакат с молодой Симоной, который он так хотел забрать в последний день жизни, остался в номере отеля «Дю Трибунал», немым свидетелем великой любви, которая была сильнее предательства, сильнее времени, сильнее самой жизни.